Мы начинаем. Я очень рад, чтобы вы сейчас посмотреть наш урок. И я очень рад, чтобы мой переводчик Мария готов переводить по-русски. И я надеюсь, что это помогает вам, что сегодня мы разговариваем о медитации. И проблема медитации, и как фиксировать? Исправить. Okay, now you translate. So we start a class on meditation for Russian-speaking audience. And we're broadcasting from Diamond Mountain University. И у нас прямой эфир из университета Diamond Mountain. This is I think it's the largest retreat center in the United States. Я думаю, что это самый крупный ретрит-центр в Соединенных Штатах Америки. We tried to find the most empty place in America. Мы пытались найти самое пустое место в Америке. So we have 30 beautiful meditation cabins. У нас здесь 30 красивых домиков для медитации. In the desert in Arizona. В пустыне в Аризоне. And in the desert you have to have a cowboy hat. В Аризоне нужно носить ковбойскую шапку, шляпу. And you gotta have cowboy boots. У вас должны быть ботинки ковбойские. So we're hoping all the cowboys in Arizona, we meditate with our boots on. Все мы, ковбои в Аризоне, медитируем в ботинках. And with our cowboy hats. И в ковбойской шляпе. It's good if you have a cowgirl. Классно, если у вас есть ковбойская девушка. All right. So we're going to talk about the typical problems in meditation. И мы поговорим о типичных проблемах в медитации. 5 problems in meditation. 5 проблем медитации. And you know, you expect if there are 5 problems, and we're going to go for 1 hour. Okay. И у нас занятие будет 1 час. So if there are 5 classical problems in meditation. Если есть 5 классических проблем медитации. Everybody gets these 5 problems. Okay. И каждый человек проходит через эти 5 проблем. It doesn't matter what country you live in. Неважно, в какой вы стране живете. Every human mind that meditates. Каждый человеческий ум, который медитирует, you will have these 5 problems. У вас будут эти 5 проблем. And it's interesting, if there are 5 problems, you expect 5 solutions, right? И если есть 5 проблем, то можно ожидать 5 решений. But there's 8 solutions. Но решений 8. Okay, 5 problems. 5 проблем. 8 solutions. И 8 решений к ним. Very famous, okay? Это очень известные. And we just finished the last hour. И на час назад мы только что закончили. We call nyamti. Nyamti means experiential explanation of the problems. Мы закончили ньямчи. Это было решение проблемы на практике. And we actually did a meditation together. Мы вместе медитировали. For 1 hour. 1 час. And we tried to repeat the problems. И пытались повторять проблемы. In the actual meditation. В собственной самой медитации. So I have a suggestion for Tim, the ACI director. Поэтому у меня есть предложение для Тима, директора ACI. In the next hour for our Gold Club broadcast. В течение следующего часа для прямого эфира для нашего Gold клуба we'll be describing the problems from the ancient book. Мы будем описывать проблемы из древних книг. But I suggest that we will send out, Maria can translate. И я предлагаю, что мы пошлем, Мария может перевести. There's a 1 hour meditation you can do. Есть медитация 1 час, которую вы можете делать. To go through the 9 stages of meditation and you go through all the problems. Чтобы пройти через все 9 стадий медитации и пройти через все проблемы. And you learn how to fix them. И вы будете знать, как их исправить. So we'll be posting that online. Мы сделаем пост для вас, запустим эту медитацию. By tomorrow night. К завтрашнему дню вечером. Ладно, согласны? Согласны? Сделаем. All right, and we'll put it up online. Мы разместим это в клубе. So you can actually practice these problems. Чтобы вы смогли попрактиковать эти проблемы. And how to fix them. И как их исправлять. So today I'll just talk about them.
Так что сегодня я буду просто про них говорить. But I encourage all the Gold Club members Но я очень надеюсь, что все члены Голд-клуба do the actual meditation. будут саму эту медитацию делать. What's the meditation we used? Какую медитацию мы использовали? Tonglen, Tonglen. which is giving people Это comfort, taking away their problems. даяние людям комфорта и забирание у них проблем. Who did we do the Tonglen on? На кого мы делали Тонглен? On yourself. На самого себя. There's a special Tonglen you can do. Есть особый Тонглен, который можно делать. If you have an important meeting this afternoon, Если у вас, например, днем будет важная встреча, if you have to give a teaching this afternoon, если вы собираетесь на учение, it's very helpful in the morning. и очень полезно утром в этот день Do the Tonglen on yourself сделать Тонглен на самого себя in the afternoon. днем. And then the afternoon me this afternoon will get a big injection of energy from the morning me. Тогда вот этот дневной я в будущем получит огромное количество энергии от меня, который утром делал медитацию. So in that one meditation online, И вот в этой одной медитации онлайн you can learn to do this, helping yourself later in the day meditation. вы сможете научиться, как помочь самому себе в будущем, днем или вечером. And at the same time, you can experience all the meditation problems that I'm going to talk about. И в то же самое время вы сможете испытать все эти проблемы, о которых я сейчас буду говорить. So we're in the middle of an ACI teacher training. Итак, мы находимся посередине тренинга учителей ACI. The students here in Arizona at the retreat center, И здесь студенты у нас в ретрит-центре в Аризоне, which is completely full this week. There's not any other place to stay. и мы полностью заполнены на этой неделе, нет ни одного свободного места. Even all the bears and the wild pigs, we asked them to move out. Мы даже попросили выехать всех медведей и диких свиней. So I'm going to actually go through the actual homework questions. И я буду проходить через вопросы в домашней работе. And that way you can finish your homework also. Таким образом, вы сможете также закончить свою домашнюю работу. And I have exciting news for all the Russian-speaking audience listening. А у меня есть отличные новости для всех русскоязычных людей, кто слушает. We are making plans for ACI teacher training in Europe. Мы планируем ACI тренинг учителей в Европе. And there'll be a Russian language and И там German будет language. русский язык, немецкий язык. So purposely we arranged for a Russian woman to marry a German guy. Поэтому мы целенаправленно организовали брак русской женщины с немецким мужчиной. And they are cooperating. Они работают вместе. They got married here, actually. Они вообще-то здесь поженились. And so we'll be starting those programs soon. И скоро мы эти программы начнем. Okay, so here we go. First of the 5 meditation problems. Первая из 5 проблем. The Tibetan word, I don't know, everyone likes it around the whole world. Say lelo. Lelo. Лейло. It sounds like what it is. What does it mean? Lazy. Lelo. Лейло на тибетском это очень похоже на английское слово laziness или русское слово лень. Lenively? Ленивый. Yeah. Lelo lenively. Лело ленивый. Okay. Очень похож. Очень похоже. Okay. Very So it's similar. very similar. Okay. So lelo means, okay, now listen. Теперь послушайте. When you teach it, this is a teacher training, right? Когда вы преподаете, мы здесь на тренинге учителей. Don't call it laziness. Не называйте это ленью. Okay. Put on your second wife accent. Используйте акцент второй жены, second wife. I don't feel like meditating today. Я не чувствую, что сегодня хочу медитировать. I didn't have a good sleep last night. Я не выспалась ночью. I had a fight with my husband yesterday. И вчера поссорилась с мужем. I'm very busy today. И сегодня я очень занята. You know. Oh, my stomach a little bit upset. Ой, мне немножко
немножко болит желудок. Then the first meditation problem is making excuses why you don't have to meditate today. И первая проблема медитации — это придумывать оправдание, почему вы сегодня не будете медитировать. And it sounds like that. It's like, I don't want to meditate today. И звучит вот прямо так. Я сегодня не хочу медитировать. I don't feel like meditating today. Я не чувствую, что хочу медитировать сегодня. What's the last sentence that mind always says just before they go to breakfast? Какое последнее предложение всегда говорит этот ум перед тем, как переходит к завтраку? Sugang got it. Сугенг знает. But tomorrow, Но завтра I will definitely meditate. я точно буду медитировать. Okay, got it? Понимаете? Does it sound familiar? Звучит ли это похоже? Знакомо ли это вам? Yes. Да. Okay, so there are 4 solutions to Lelo. Есть 4 решения к этому лело. Say Depa, Скажите депа, Dumba, думба, Tsolwa, цова, Xinjiang. шинджак. Depa, Депа, Dumba, думба, Tsowa, цова, Xinjiang. шинджак. Depa, Dumba, Tsowa, Xinjiang. Гекутова цова, шинджак. Okay, very famous. Okay, Очень известная. that's why you have 8 solutions to 5 problems, because the first problem has 4 solutions. Именно Okay, поэтому у вас 8 решений к 5 проблемам, потому что к первой проблеме 4 решения. the first problem has the 3 extra solutions. Okay, К первой проблеме есть 3 дополнительных решения. okay. Tepa, okay. Депа. In Sanskrit is Shraddha. На санскрите шрета, Shraddha. шратта. По-русски называют как сердце, да? Сердце. Heart. По-русски сердце. SRD. Сердце. Сердце. In English, cardiac. Same root. Тот же самый корень. CRD. Serd. Сердце. Same as in Russian. Okay. Также похоже на русское слово сердце. And the word Shraddha comes from сердце. Shraddha, сердце. Штрада. So Russian is very close to Русский Sanskrit, язык очень похож на санскрит. which is very cool. И это очень классно. So Russian speakers, you are super cool. Так что вы очень классные русскоязычные. Okay. It's easier for you to learn Sanskrit. Вам намного легче изучать санскрит. Shraddha means faith. Faith. Шрада означает вера. Okay, you have faith, but special meaning of faith. Но особое значение веры. Okay, and when I explain the 4 solutions to the first problem, Когда я объясняю 4 решения к первой проблеме, I like to talk about your high school. мне нравится говорить про вашу школу. Okay, and it happened to me in high school. Со мной это произошло в школе. You see a nice-looking girl. Вы видите симпатичную девушку. You remember? Помнишь? It's our 50th anniversary this year. Anyway, В общем, how does it happen in high school? как это происходит в школе? First, you look at the girl Сначала вы смотрите на девушку, or the boy. ну или на молодого человека. Say, she's pretty cool, you know. Она такая классная. And in your mind, И в своем уме you are making a list. вы составляете список. Okay. Oh, her hair is cool. О, ее волосы классные. She's body is so cool. Тело красивое. Her voice is so cool. Голос приятный. And when she looks at me, it's so cool. Когда она на меня смотрит, так классно. So this is how you're supposed to think about meditation. Это то, как вы должны думать о медитации. Okay. People who meditate, Люди, которые медитируют, they're so calm. они такие спокойные. They can focus their mind. Они могут сфокусироваться на They are чем-то. always smiling. Они всегда улыбаются. They always wear a cowboy hat. Они всегда носят ковбойскую шляпу. Just kidding. Шучу. Okay. And they do better business also. Они также ведут лучший бизнес. Okay. Because they can focus on things. Потому что они могут фокусироваться на вещах For лучше. problem solving, Для решения проблем. meditation is fantastic. Медитация фантастически подходит. And for controlling your emotions in your business, И для контролирования эмоций в бизнесе meditation is incredible. медитация невероятно подходит.
the businessman or businesswoman who doesn't get upset when the business has a problem will become super cool business person. Бизнесмен или бизнесвумен, которые не расстраиваются, когда возникают проблемы в бизнесе, это супер крутые бизнесмены и бизнесвумены. And much more wealthy. И намного более богатые. And you know, it's not the goal of life to collect money. И это, конечно, не цель жизни накопить много денег. Nick, our teacher, just had a baby a few days ago, right? И несколько дней назад наш учитель Ник, у них родилась дочка. I was there. I refused to come in the room when the baby come out, but just after I come in the room. Я там был. Я отказался идти в комнату, когда это происходило, но я был рядом, там стоял. So I can say, I'm sure that you come into this life naked. Поэтому я уверен, что в эту жизнь вы приходите обнаженными. And you go out of this life naked. И уходите из этой жизни также обнаженными. You don't carry money in Вы with не this life. носите с собой деньги. And when it's time to go, you have to leave the money. Okay? И когда ваше время придет уйти, вы также не сможете забрать деньги. And you are naked. Okay? И вы обнаженные. But Но if you have focus, если у вас есть фокус, you can be more successful in this life. вы сможете быть более успешными в этой жизни. And you can help more people. И сможете помочь большему количеству So людей. meditation Поэтому медитация can help you become financially successful. может помочь вам быть финансово успешными. And before you leave naked, И перед тем, как вы уйдете отсюда обнаженными, you can help more people. вы сможете помочь большему количеству людей. My diamond business, Мой алмазный бизнес. I think a total we spent $5 million on saving the ancient books. Я думаю, 5 миллион? 5 million US. Около $5 миллионов мы потратили на сохранение древних книг. So it's useful to make money. Так что это полезно зарабатывать много денег. And this broadcast is being done for the Gold Club, Russian speakers. И вот этот прямой эфир, который ведется для членов Gold клуба ACI, русскоязычных. They're from Russia, Ukraine, Kazakhstan, other countries. Они из России, Украины, Казахстана и других стран. That's why I put the Ukrainian and Russian national colors on my shirt today. Поэтому у меня сегодня на рубашке украинский национальный флаг и русский. And so those people listening to this broadcast, И люди, которые слушают вот сейчас этот эфир, they have a club of over 1,000 people now. у них клуб более 1000 людей. A lot of Ukrainian people. Очень много людей с Украины. They are all donating at least $1 Они все делают взносы, пожертвования, по крайней мере $1 per month. каждый месяц. And so far they have raised more than $100,000 US. 180, actually. 180? Yeah. Мы собрали $180 тысяч. And John Brady over there. И вот там у нас Джон Брэди. We have the same air conditioning. У нас одинаковый кондиционер. And we spent 32 years 32 года мы вместе уже saving провели, the ancient books. спасая древние книги. They have input all the ancient books from ancient India, 4,600 books. 460 тысяч книг в Древней Индии уже введено в компьютер. They're online, they're free. Они в свободном доступе онлайн. And we are translating them. И мы их переводим. Okay, and they just found 300,000 books in Mongolia. Они только что нашли новых 300 тысяч книг в Монголии. And Christina Kasika, who's also И there. Кристина Касика, которая тоже здесь. And we also have some of our Sanskrit experts here today. Vimla Sperber. У нас здесь есть эксперты по санскриту, Вимала. And Aisha, where's Aisha? Aisha? I think Где Aisha Aisha? might be taking care. Oh, hi. Здесь. Yeah. So we have a very strong international team. У нас очень сильная международная команда. And because of the Gold Club's help,
И благодаря помощи Голд-клуба they can feed their kids. Where's your kid? они смогут кормить своих детей. Well, bring him in. We gotta show him on the. Где ваш ребенок? Ведите его сюда. Okay, so of course we have to. Our staff works, I don't know, like 90 hours a week. Наши сотрудники работают 90 часов в неделю. We pay them like 10 cents an hour. Мы платим им 10 центов в час. But it has even the 10 cents have to come from someplace. Но даже эти 10 центов должны откуда-то появляться. So we're very grateful for the help. Поэтому мы очень благодарны вам. And we have many refugees. И у нас есть очень много беженцев in India. в Индии. They are typing the ancient books. Они вводят эти древние книги. And we have a very cool project in Europe. У нас есть классный очень проект в Европе. For the refugees from countries like Syria, Afghanistan, Для other беженцев countries. из таких стран, как Сирия, Афганистан. And they are learning a skill Они изучают разные навыки, to support themselves and their families. чтобы поддерживать самих себя и свои семьи. I believe they are one of the first refugees in Europe to legally work on their new skill, which is sewing. We teach them how to use sewing machine. И я думаю, что это первые беженцы, которые легально изучают в Европе новый навык. Они учатся шить. Мы их обучаем, как шить. They are using sewing machine to make book covers for the ancient books. И они используют швейные машинки для того, чтобы создавать обложки из ткани для древних книг. And we are paying them. И мы им платим. And they have to make 300,000 book covers. Они нам должны создать 300 тысяч обложек для книг. 300 тысяч, да? Okay. And the director of that project is here, Nur Ibrahim. Директор этого проекта тоже здесь, Нур. Can you come up here? Can you А come? можете сюда подойти к нам? I thought you might like to see where all that money is going to. Я хочу, чтобы вы увидели, куда идут все ваши деньги. Is our Sanskrit expert Aisha and Наш эксперт по санскриту Аиша her son и ее сын Kairi. Кали. Because of your help, we're able to pay our stuff. И благодаря вашей помощи мы можем платить нашим сотрудникам. So thank you, Kairi. Спасибо, Кайли. His dad has another project. У его папы другой проект. Where's his dad? А где папа? Anatol. Вот здесь, Анатоль. They got permission from the government of Mexico Они получили разрешение от правительства Мексики to start training 23 million children. начать тренировать 23 миллиона детей. So the Congress has voted to support it. Конгресс Мексики проголосовал за то, чтобы поддержать этот проект. And they will be teaching kids to drink healthy green drinks. Они будут обучать детей пить здоровые зеленые напитки. In the morning, each kid will get a green drink. Каждый ребенок будет получать напиток. Because obesity, childhood obesity, too fat. Потому что ожирение детское It has spread in Mexico. В Мексике очень распространилось. From the United States. Из Америки пришло. So I think over 50% of kids are overweight. Около 50% детей And they will лишний вес имеют. They will get diabetes. They will have heart problem. И у них будет диабет, и у них появятся проблемы с сердцем. They will die young. И они умрут молодыми. We already know. Мы уже это знаем. Their future. Их будущее. And it spread to China. И это распространилось уже в Китай. American food. Американская еда. Kandaji. Кентукки. Kandaji, Shimbaka, Macadano. Starbucks, Макдональдс. 20,000 shops opened in China. 20 тысяч магазинов открылось в Китае, кафе. And they are teaching kids to eat bad food. Обучают детей есть плохую еду. I think there's a McDonald's in the Kremlin, near the Kremlin. Есть Макдональдс около Кремля. I saw it. Teaching Russian kids to eat bad food. Обучают русских детей есть плохую еду. Okay, so
This is very good for your meditation. Это очень хороший напиток для вашей медитации. Okay, eat well. Ешьте хорошо. Have a green drink every morning. Каждое утро зеленый напиток. You don't need to eat a big breakfast. Вам не нужно есть большой плотный завтрак. And it will help your yoga a lot. И это поможет I'm sorry, вашей your йоге, meditation. вашей медитации. Yoga also help your meditation. Йога тоже помогает Okay, медитации. so first quality to fix lelo. Итак, первое качество, чтобы помочь исправить лейло. I don't feel like meditating today. Я не чувствую сегодня, что хочу медитировать. Think about how cool it's gonna be when you learn to meditate. Подумайте о том, как классно будет, когда вы научитесь медитировать. It's like admiring a girl in your high school. Это как обожать девушку в школе. Then what's the second step in the high school? Какой второй шаг в школе? You have to decide, I want that girl. Вы должны решить, я хочу эту девушку. That's called dumba. Это называется думба. It's the second solution to laziness. Это второе решение к лени. It's the second solution to, I don't feel like meditating today, but I'll definitely meditate tomorrow. Это второе решение к проблеме. Я не чувствую, что хочу сегодня медитировать, но завтра обязательно. Shakespeare said, Все через это проходят. tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in its petty pace from day to the last syllable of recorded time. It means your tomorrow Ваше завтра, never завтра, finish. завтра никогда не заканчивается. Okay. So second solution. Второе решение. Yeah, I want it. I want that girl. Я хочу эту Who's the девушку. girl? Кто девушка? Good meditation. Хорошая Good. медитация. Oh, wow, looks cool. I can get rich. I can get peaceful. I can help other people. О, выглядит классно. Я смогу быть богатым, спокойным, I can help other people. смогу помогать другим людям. I want that. Я хочу это. Okay, that's a decision. Это решение. Okay, admire it Обожать and decide to get it. и принять решение получить это. Okay, then with the girl in the high school, Затем с девушкой в школе there's a special system. есть особая система. So, 100 years ago when I was in high school, 100 лет назад, когда я был в школе, we don't have online anything. у нас не было We ничего don't have онлайн. computers. У нас не было компьютеров, So we have to carry books. и нам нужно было книги с собой носить. And each class has a separate book, and those books are heavy and thick. На каждое занятие нужно было отдельную книгу носить. Эти книги очень толстые и тяжелые. So you get a big tetrad notebook. Tetrad Тетрадь? notebook. Нет, портфель, наверное. Бокс, Big notebook for all your classes. One to keep all your notes. тетрадь. As И I у вас said. одна тетрадь. Then you have a big notebook. И у вас большая одна Tetrad. тетрадь. And you pile the books on it. И вы туда складываете все книги. You walk around the school like this. И вот так вот ходите вокруг по школе. Okay? Now, how do you meet a girl? А как вы встречаете девушку, That you chose her and you want her. которую вы выбрали и которую вы хотите? You arrange to go around the corner when she comes around the corner. Вы выскакиваете из угла, когда она выходит из-за угла. And you bang tetrads. И You bang этими notebooks. тетрадками вы в нее врезаетесь. And all the books fall down. Все книжки падают. And then she will get down. She was like, oh. Она наклонится и станет. Then you have to say, I'll help you. А потом вы должны сказать, я тебе помогу. Oh, here's your book. Вот ваши книги. Here's your book. Вот книги. Do you want to go out with me on Friday? А в пятницу встретимся? Do you remember? Помнишь? Yeah. Okay. Then, so the third solution Поэтому третье решение is do something. это сделайте что-то Okay, уже. do something to get Что-то it. сделайте, чтобы получить это. Okay, work hard. Работайте усердно. Work hard to get meditation. Работайте усердно, чтобы получить Every хорошую day. медитацию. Каждый день. I don't care how you feel. И мне все равно, как вы себя ощущаете. If you feel good, Если чувствуете себя do your хорошо, meditation. медитируйте. If you feel bad, Чувствуете себя плохо, do your meditation. медитируйте. If you had a good sleep, Хорошо спали, do your meditation. медитируйте. If you had a bad sleep, Плохо спали, do your meditation. медитируйте. If your body feels great,
Тело ощущается классно. Do your meditation. Медитируйте. If your back hurts and your leg hurts and your stomach hurts, do your goddamn Если у meditation. вас болит спина, ноги, живот, делайте медитацию. Understand? Понимаете? That's number 3. Это третье. If you do that, Если вы это делаете, you're gonna get the date you're gonna get... вы пойдете на свидание. at the Japanese restaurant on Camelback Avenue. В японский ресторан на какой-то авеню. Was it Japanese, right? Mongolian. Монгольский ресторан. Even then I had a seat. Even at that time I had a seat for Mongolian. И даже тогда у меня были семена уже для Монголии. Yeah, and then it feels so nice. А потом ощущается так классно. Okay, that first, it's so beautiful. Это первое свидание, это так And that's the красиво. 4th correction to laziness, lelo. И это 4-е решение к первой проблеме медитации лень. Because you work hard in your meditation, Поскольку вы усердно работали в своей медитации, right? You knocked down her books many times. вы много раз врезались и книги падали. Then you get to go on the date Вы потом все-таки попали на to the свидание Mongolian в restaurant. монгольский ресторан. Then you go to the garden. Потом вы попали в сад, And it feels so nice. и это ощущается так здорово. Say Xinjiang. Скажите Шинджан. Xinjiang. Шинджан. Xinjiang means your mind and your body are really strong to meditate. Это означает, что ваше тело и ваш ум сильные для медитации. You did your yoga. Вы сделали йогу, You drank your green drinks. вы выпили свой зеленый напиток, You meditate many times. вы медитировали уже много раз, You suffer, right? Ichi-shoku. вы страдали, And then you get the result. а потом вы получили And when результат. you sit down to meditate, it's like someone giving you a massage of your mind and your body. И когда вы садитесь медитировать, это как будто кто-то вам дает, делает массаж ума и тела. You sit down to meditate and you're like, Вы садитесь медитировать, и прямо так and the mind feels totally happy. ум ощущается полностью счастливым. Okay? That's the 4th correction to I'll meditate tomorrow. Это 4-й антидот к первой проблеме. Я буду медитировать завтра. Because you want to meditate. Потому что вы хотите медитировать. Okay? You are making excuses to meditate. Вы придумываете оправдание, чтобы не медитировать. Like in the afternoon, you're like, maybe I could just do a little bit more. Это как днем, например, вы так, может быть, я немножко больше I mean, сделаю. I finished my meditation this morning. Я закончил свою медитацию утром, I did a good hour. хороший час помедитировал. Anatol's always doing that with yoga. I don't know. Анатолий всегда с йогой такое делает. I didn't reach this level yet. Я Okay? еще этого уровня не достиг. But in the afternoon, Но he and John Brady, yesterday, you sneak outside, do some more poses after that yoga class. Вчера днем после занятия по йоге они вместе с Джоном Брэди вышли и еще немножко поделали йоги. Настоящий сумасшедший. Настоящие сумасшедшие. Real crazy? Yeah. Really Okay, crazy. so the 4th correction 4-е решение to laziness. к лени. This feels so good. Это ощущается так Then you get здорово. addicted to meditation. И тогда у вас появляется зависимость от And медитации. that's a good addiction. И это Okay? хорошая So зависимость. we finished the first problem. Итак, мы с вами завершили первую проблему. And we finished the first problem solution, Мы завершили 4 решения, which has 4 parts. Right? у которых 4 части решения первой проблемы. Okay? Depa, Dumba, Tsumba, Tsuwa, Xinjiang. Тепа, Цева, Demba, Чумба, Tsuwa, Xinjiang. Шинча. Okay? You admire that thing. Вам это очень нравится, вы это You want to get обожаете. it. Вы хотите это получить. You work hard to get it and spill their books. Вы усердно работаете, чтобы это получить, роняете книги. And then you get the result is the Mongolian dinner and afterwards. И вы получаете шикарный результат. Ужин в монгольском ресторане и все, And что you после feel него. happy. It feels so good. И это ощущается так That здорово. then you don't have that problem anymore.
Тогда больше у вас нет этой проблемы. Somebody says, let's meditate tomorrow. Кто-то говорит, давай медитировать завтра. I'm doing it today. Не, я You know, сегодня your friend says, медитирую. come on, let's just meditate tomorrow. Ваши друзья скажут, ну ладно, давай завтра You're like, помедитируем. why wait till tomorrow? Let's do some extra Зачем meditation ждать до завтра? Давай сегодня еще одну медитацию this сделаем. afternoon. Okay, No. like that. Okay. All right. Second problem. Where is Хорошо, вторая проблема. Say damngak Скажите дангна chepa. чепа. This is a famous code word, secret word. Это известное секретное слово. Damngak chepa means I forgot the instruction of my teacher. Это That's the означает- second problem. Я забыл инструкции своего учителя. Это вторая проблема. I forgot Я my забыл, teacher's meditation suggestions. что мне предлагал учитель по медитации. That's the second problem. Вторая проблема. But what it means is Но что это означает на самом деле? you lost in your during your meditation, you lost the object Во время своей медитации вы потеряли объект медитации, which your teacher gave you. который ваш учитель вам дал. So one of the first important things in meditation Поэтому одна из самых важных вещей медитации is selecting your meditation object for today. – это выбрать объект медитации на сегодня. And that's why it's so important to have a meditation teacher. Поэтому так важно иметь учителя по медитации. And they will give you a suggestion. И они вам предложат что-то. I know you have an important meeting today. Я знаю, у тебя сегодня важная встреча. So I suggest you meditate Tonglen on yourself in the afternoon. Поэтому я предлагаю тебе помедитировать сегодня Тонглен на самого себя в будущем. So what's the meditation object? Какой объект медитации? Yeah, my nervous this afternoon me. Да, объект медитации – это я, который в будущем нервничаю. And that's your meditation object. Это ваш объект медитации. So you close your eyes, Вы закрываете глаза you know, and you say, okay, my teacher gave me a meditation object. и говорите, хорошо, мой учитель дал мне объект медитации. I'm supposed to meditate about this self afternoon. Я должен медитировать на самого себя, который днем будет. And you focus on Michael in the afternoon. Вы фокусируетесь на Майкла, который днем будет, And after 1 minute, и через 1 минуту, by magic, благодаря магии, it changes into ponchik, это превращается в пончик. Russian croissant, Русский Russian круассан. churro, yochao. Русский чуро или йотао. Okay, like here's Michael Вот Майкл in the afternoon. днем, Then suddenly he changed to и внезапно он превращается в Russian donut. русский пончик. Okay, understand? Понимаете? That's the second meditation problem. Это вторая проблема Okay, медитации. you lost the object. Вы потеряли объект. This afternoon, Michael changed into a Russian donut. Сегодня днем, когда вы медитировали, у вас Майкл превращается в донат. And you're not sending Michael energy anymore. You are planning how to get a donut after meditation. И вы уже больше не шлете самому себе, Майклу, в будущем энергию. Вы планируете, как получить этот пончик. Okay? Then you have to apply the fifth correction, which is the correction to the second problem. И тогда вы применяете пятое решение ко второй проблеме медитации. And it's called Temba. Say Temba. И называется чемба. Okay, so in Arizona, where we are right now, В Аризоне, где мы сейчас, in this area, вот в этой зоне, all the cowboys grow cows. That's why they call cowboy. все ковбои, у них есть коровы. Именно поэтому они называются ковбои. So they keep cows. У них есть коровы. And actually, they let them go in the desert. Они на самом деле их отпускают ходить по And пустыне. once a year, И раз в год they collect them. они их собирают. Okay, the collection method is very interesting. Метод сбора коров очень интересный. You get a big cow truck. У вас большой грузовик для коров. You drive through the desert slow. Вы медленно едете по пустыне. You have a big bag of carrots. У вас большая сумка морковок. And you go, carrot,
And you throw a carrot. Морковка, и кидаете. And then the cows are like, carrot. И коровы такие, And they come морковка. to get the carrots. И And then они you приходят на эту морковку. say, oh, you can have a second carrot, just get in the truck. Они говорят, о, ты вторую получишь, если в грузовик залезешь. It's kind of sad. I watch him do it. I've seen Я it. видел, как он это делал. Then there's always one or two cows, very similar to word. И всегда есть пару коров, которые подобны ворду. What you ask them to do, they don't want to do. То, что их просишь делать, они не хотят делать. Then the cowboy has to take the cowboy rope. Тогда ковбою нужно взять лассо It's called lasso, yeah. And you throw it at the cow. и кинуть в корову. And it goes over their head. And then И you, она покрывает... it takes a lot of хватаешь за шею. strength to pull them. Нужно очень сильным быть, чтобы ее вытянуть. Okay, now, your mind is just like a wild cow. Так вот, ваш ум — это так же, как эта дикая корова. You are the cowboy. А вы ковбой. That's why it's important to meditate with your cowboy hat on. Поэтому так важно медитировать в ковбойской шляпе. Then, when your mind goes to the donut, Когда ваш ум уходит за пончиком, then you have to catch it, вам его нужно поймать pull it back и вернуть назад. to this afternoon's Michael. Обратно к объекту, к этому Майклу, который в будущем днем. So the Tibetan word temba, На тибетском темба. it means pull that rope, Это означает притянуть pull the mind. веревку Hey, обратно. come back here. Возвращайся. You can. I promise you, you can have a donut after meditation. I promise. Обещаю, обещаю, после медитации получишь пончик. No green drink for you, honey. Никакого больше зеленого напитка, дорогая. I promise you, a big donut. Обещаю большой пончик. We'll make Anatole to drink the green drink. Anatole to drink the green Мы drink, and we заставим will have a Анатолия donut. пить зеленый напиток, а сами будем есть пончики. Then you pull your mind back. И возвращаете ум обратно. Now I'll tell you a meditation trick. Я вам теперь скажу трюк медитации. And we talked about it this morning. И я сегодня утром об этом говорил. Don't fight with your mind. Не сражайтесь со своим умом. You will lose. Вы проиграете. Okay? Talk to your mind. Поговорите со своим умом. Persuade your mind. Убедите его. Okay? Yeah, donut is great. Да, пончик — это здорово. Delicious. Вкусно. And I promise we'll eat one after meditation. Обещаю, после медитации мы точно съедим пончик. So that's decided. Все, это решено. You don't have to think about it anymore. Поэтому вам больше об этом не нужно думать. I don't lie. Я не лгу. I'm telling you the truth. Я говорю истину. You will get a donut after meditation. После медитации получишь пончик. So don't worry about it. Так что не беспокойся. Don't forget we have a meeting this afternoon. Не забудь, у нас встреча сегодня You днем. know, we got to get ready for this meeting. Нам нужно подготовиться к этой встрече. Let's get back to Michael. Давай вернемся к Майклу Okay, so обратно. talk to your mind. Так что поговорите со своим It умом. doesn't work to fight. Не работает сражаться с ним. You have to persuade your mind. Вам нужно убедить, уговорить свой ум. If you say, don't think about donuts, don't think about donuts. Если вы скажете, не думай о пончике, не думай о пончике. Nobody in the world likes to be told what to do. Никто в мире не любит, когда им говорят, что делать. Your mind is just like that. Ваш ум точно такой же. Don't get bossy with your mind. Не будьте супербоссом со своим умом. Nobody likes it. Никому это не нравится. Okay? Be clever. Будьте умными. Be a good начальник. Boss. Будьте хорошим начальником. Oh, hey. Oh, that's such a good idea to eat a donut. Точно, это такая классная идея съесть пончик. Let's get one after meditation. Давай после медитации вас. Decided. Все, решено. Okay? Okay? All right? Хорошо? Договорились? Now, you happy? Все, счастлив? Yeah, I'm happy. Да, я счастлив. So, what are we going to do for the next half hour? Let's just go back to the meditation. Так что же нам теперь делать? Давай вернемся к медитации. Like, talk to your mind, okay? Так что разговаривайте All right, с so собой. second solution, Второе решение, which is really the которое на самом деле fifth solution пятое решение to the second problem, ко okay? второй проблеме. Bring your mind back. Верните свой ум обратно. What was the second problem? Какая была вторая проблема? I lost the object. Я потерял объект I started медитации. thinking about Я начал donuts. думать про пончики. All right, third problem. Хорошо, третья проблема. Say chingu, Скажите чингу, chingu. чингу.
By the way, Russian speakers, don't worry, I will try to finish in the next 15 minutes. Maybe. Кстати, русскоязычные, не переживайте, я постараюсь закончить через 15 минут, может быть. Okay. Third problem. Третья проблема. It's called sleepy mind and busy mind. Называется сонливый ум и занятой ум. Okay. Third problem has two parts. У третьей проблемы две части. Sleepy mind and busy mind. Сонливый ум и занятой ум. So, I studied meditation for 30 years with my teacher. And I lived with him in the same house. Я изучал медитацию 30 лет со своим учителем, и я жил вместе с ним в доме. And one morning I told it, he said, how's your meditation? Однажды утром он мне говорит, как твоя медитация? I said, I don't know, I always get sleepy. Я говорю, не знаю, я все время сонливый. I told these guys, one day even I fell asleep, I hit my head on the wall. Я уже рассказывала здесь, что однажды я заснул в медитации и стукнулся головой об стену. I came to breakfast with my teacher, I have a big bump on my head. Prihожу на завтрак с учителем, а у меня большая шишка на голове. He's very smart, he's Geshe, super Geshe. Он очень умный, он такой не просто Геша, а супер Геша. It's like, looks like you got sleepy, problem number 3. У тебя, похоже, третья проблема сонливости. You fell asleep and hit your head on the wall, right? Заснул в медитации и голову об стенку ударил. I was so embarrassed. I'm like, yeah. Я такой, так стесняюсь, да. He said, why you get so sleepy? Говорит, почему ты такой сонливый? I said, well, I didn't get my sleep last night. You made me fix the, sidewalk. Я говорю, я не высыпаюсь, вы меня заставляете вечером что-то там исправлять. So I didn't get my sleep last night. Я не выспался вчера. Then he said, every meditator needs to sleep well to have a good meditation. Он говорит, каждому практику медитации нужно хорошо высыпаться, чтобы иметь хорошую медитацию. Then I remember I asked him, can you teach me deep, secret, tantric method not to sleep? Тогда я помню, я ему говорю, а можете вы меня обучить секретному, глубокому способу не спать? He said, no. Он говорит, нет. It's a very famous answer to all my questions. Это его известный ответ на все мои вопросы. Нет. He hurt his throat in the car accident before I met him. Еще до того, как я его встретил, он повредил свое горло в катастрофе на машине. He talks just like Star Wars all the time. Он говорит как Star Wars. Don't ask me for the secret method. Не спрашивай меня секретные методы. All people have to sleep. Все люди должны спать. Even the big llamas have to sleep. Даже большие ламы должны спать. If you don't want to be sleepy in your meditation, try sleeping on your bed. Если не хотите иметь проблемы с сонливостью в медитации, попробуйте спать на кровати. Then I'm like, wow, that's such a good idea. Я говорю, да, такая классная идея. So, how to fix the third problem? Итак, как исправить третью проблему? Well, partly you should get enough sleep. Частично нужно высыпаться. And don't eat before meditation. Не ешьте перед медитацией. Green drink is fantastic. It will give you energy. Зеленый напиток очень подходит, вы получите много энергии. It will give you energy during your meditation. И получите много энергии во время медитации. We need a recipe. So, but don't eat food before meditation. Но не ешьте еду перед медитацией. You will get sleepy. Иначе вы будете засыпать. Okay, the other problem 3B, the second part of the third problem is your mind is too busy. Вторая часть этой проблемы — это то, что ваш ум слишком занятой. Mainly your mind wants to think about what you have to do today. It's trying to think about what you have to do today. Okay. В целом ваш ум хочет думать о том, что вам предстоит делать в течение этого дня. And again, my suggestion is don't try to block it. И мое предложение снова: не пытайтесь заблокировать это. Don't yell at your mind. Nobody likes to be yelled at. Не кричите на свой ум. Никому не нравится, когда на них кричат. Stop thinking about what we have to do today. Прекрати думать о том, что нам сегодня предстоит. Then your mind will just think more things you have to do. Тогда ваш ум будет еще больше об этом думать. Okay, so learn to talk to your mind as you should talk to your children. Научитесь говорить со своим умом, как со своими детьми. Because the mind that doesn't meditate is very similar to a bad kid. Потому что ум, который не хочет медитировать, подобен плохому ребенку. Oh, we're so busy today.
мы сегодня так заняты. Yeah, we have a lot to do. Да, нам столько нужно сделать. I mean, you're going to do this and this and this and Нужно this and сделать this. вот это. Yeah, just after your meditation. И сразу после медитации? After your meditation. После So медитации. let's focus on the meditation. Поэтому давай пока сфокусируемся на And then медитации. definitely we're going to do all those А things. после этого мы сделаем все эти вещи. Okay, so don't fight with your mind. Так что не сражайтесь с умом. You will lose. Вы проиграете. Talk to your mind. Разговаривайте с умом. Yeah, we got so much to do today. Да, нам сегодня столько нужно сделать. Let's think about it after meditation. Давай подумаем об этом после медитации. You know, we will stay in the meditation seat and we will have a special post-meditation meditation about all the things we have to do today. Знаешь, что мы останемся после медитации здесь, и у нас будет послемедитационное обсуждение того, что нужно сделать. Now let's go back to our meditation. А давай вернемся, Okay, so talk to сейчас your mind. вернемся к медитации, поэтому разговаривайте с умом. Now the classic solution Классическое решение for problem number 3 для проблемы номер 3 is called the smoke alarm. называется детектор дыма. Yeah, so we have these special machines. So when there's smoke in the room, the machine. Whenever Veronica makes enchiladas, and there's a lot of smoke, then the smoke alarm will go beep 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 beep. У нас у всех есть такие детекторы дыма, которые находятся в комнате, и когда, например, Вероника готовит энчиладос, то если много дыма, то там будет пи-пи-пи. So you gotta have a mental smoke alarm. Так что у вас должен быть ментальный детектор дыма. So you should install one now. Вам нужно установить один прямо сейчас. Okay, and that smoke alarm goes off. И когда срабатывает этот детектор дыма, It watches the mind. он наблюдает за умом. That's what happened to me and John Brady. Это то, что происходит со мной и Джоном Брэди. We meditate a lot. Мы много медитируем. We put the smoke alarm up here. Мы помещаем детектор дыма вот сюда. We use it a lot. It overheated. И он немного перегревается. That's how you can tell the great meditator. Вот так можно определить великих медитаторов. Okay, so that smoke alarm has 2 jobs. У этого детектора дыма есть 2 работы. If I get sleepy, Если я начинаю засыпать, or if I start thinking about all the things I have to do today, или если я начинаю думать обо всех вещах, которые мне надо сегодня сделать, then the smoke alarm goes, danger, danger, beep, 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 danger, danger, beep, 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 you are not meditating. то тогда детектор дыма начинает опасность, опасность, пи-пи-пи-пи, ты не медитируешь. Good. All right. Then there's some other subjects we can study later about subtle dullness and obvious dullness. И чуть позже мы с вами будем изучать про тонкую сонливость. We're going to go to problem number 4. А сейчас перейдем к 4-й проблеме. Say, Dumi Chepa. Скажите, дунь чепа. Dumi Chepa. Дуни чепа. So, if you're married, you know about smoke alarms. Если вы женаты или замужем, вы знаете про детекторы дыма. Smoke alarm in your house never go off during the day, always go off when you're sleeping. Этот детектор дыма никогда не срабатывает днем, а всегда срабатывает, когда вы сонливы. I think they put something in the factory. They put some clock inside. Мне кажется, какой-то там установили таймер внутри. When the battery gets low, Когда батарейка садится, and it goes beep, и вот так происходит. beep, Пип, every 20 Beep. seconds. каждые 20 секунд. The most irritating sound for sleep, which exists. Самый раздражающий звук для сна, Right? который только существует. Did it Верно? happen in your house? Такое The battery происходило got у вас? low, and it goes beep. Он такой бип. Then you're like, did you hear something? You're both sleepy. You И both wake вы up. оба пытаетесь спать. И так, ты слышал что-нибудь? Did you hear something? Ты чего-нибудь слышала? Nah. Нет. Let's go back to sleep. Давай дальше спать. Beep. Then there's this fight, you know, И начинается husband-wife споры. fight. Who's gonna put the battery in the smoke alarm? Начинается спор между мужем и женой, кто пойдет сменить батарейку. Listen, I have an important meeting tomorrow. Слушай, у меня сегодня важная встреча. I need to Завтра. sleep. Мне нужно поспать. That means you put the battery in the Это smoke означает, alarm. ты иди поменяй батарейку. You know that, right? Знаете это, да? Now, what's the most stupid thing you can both do at that moment? Какая самая глупая вещь, которую можно сделать в этот момент? Nobody
takes responsibility. Никто не берет на себя ответственность. Let's just go back to bed. Давай просто дальше спать. We'll fix it in the morning. Утром исправим. Right? That's do mi chepa. Это думи чепа. We'll fix it later. Мы исправим позже. Then you both have bad sleep whole night. Когда вы оба плохо спите всю ночь. Beep. Бип. Beep. I mean, if it goes deep, that's okay. But this это нормально. This beep, beep, А вот этот вот бип, бип. beep. So the worst thing you can do. И самое худшее, что вы можете сделать. Problem number 4. Проблема номер You 4. don't take action when you have to take action. Вы не принимаете никаких действий, когда вы должны принять действия. That's problem number 4. Это 4-я проблема. Guess what's the solution? Угадайте, какое решение? Take action. Okay. Принять решение, что-то сделать. So homework question 4 is very easy. Поэтому 4-я домашка очень легкая. Вопрос. Somebody has to get out of bed and put a battery in the smoke alarm. Кто-то должен встать и поменять батарейку в этом детекторе дыма. And somebody has to go into the mind and tell the mind to shut up in a nice way. Кто-то должен пойти в ум и сказать этому уму заткнуться. Okay, don't be sleepy. Не будь сонливым. Don't think about donuts. Не думай про пончики. That's why that teacher said don't think about monkeys, you know. Поэтому учителя говорят, не думай про обезьян. Okay, so that one's easy. Okay, now Это было легко. we're almost finished. 2 more Почти minutes. закончили, еще 2 минуты. And again, we're giving this special class just for you Gold Club people because you are so cool in the whole world. You are the best organization for fundraising ACIP. Thank you. И я еще раз повторяю, это прямой эфир для Голд-клуба ACIP. Вы на самом деле самая классная организация в мире по сбору пожертвований. Самый классный клуб. Мы вас любим. And thank you to Maria and her husband Спасибо Peter. Where's Марии Peter? и ее мужа Питеру. Oh, Питеру. thank you for organizing. It's a lot of work and we're very grateful. Спасибо за то, что организовали это. Это много работы, и спасибо за это. And we are actually using the books which you save. И мы на самом деле используем книги, которые вы спасаете. So we can go deeper and deeper if we have more books, okay? И мы можем пойти все глубже и глубже, если у нас будет больше книг. And they have covers. И у них обложки есть. Okay, now the last problem, number 5. Итак, последняя, 5-я проблема. It's very cool. Очень круто. So when I started in our diamond business, Когда я изучала алмазный бизнес, we had only 3 people. у нас всего, когда мы начинали, у нас было всего 3 человека. And we have a tiny little office with 1 small table. У нас был микроофис с одним столом. We had 3 diamonds also. У нас было 3 diamonds? 3 Yeah, алмаза. 3 diamonds. 3 алмаза также было. We tried to sell one. Мы пробовали Whole продать day. один целый день. Then next day, still 3 diamonds. На следующий день все равно 3 алмаза. Later, we process 300,000 diamonds every day. А позже мы дошли до того, чтобы мы обрабатывали 300 тысяч алмазов каждый день. And we became one of the largest jewelry companies it was the largest diamond jewelry company in the world. Это была самая крупная алмазная компания в мире. What's the secret? Какой секрет? Meditation. Медитация. We know the 5 problems. И мы знаем 5 проблем. We know the 8 solutions. Мы знаем 8 решений. And we use them. И мы использовали их Okay, all day long. каждый день. Okay, we are meditating all day long. Мы каждый день The медитируем. mind is focused. Okay. Ум сфокусирован. Problem number 5, you are very lucky if you get it. Проблема номер 5. Вам очень повезет, если вы до нее доберетесь. Why I talk about the diamond company? Почему я говорю про алмазную компанию? We had a big factory. У нас была большой завод. We make 30,000 rings every day. 30 тысяч колец мы делали каждый день. We found out later every woman in America has 5 of our rings. Мы потом узнали, что в среднем каждая американская женщина, у нее есть 5 наших колец. Actually, one lady has 10, one lady doesn't have any, you know. То есть у одной 10, у другой вообще нет, но в среднем... But average, every woman in America has 5 of our Но в rings. среднем каждая женщина в Америке имеет 5 наших колец. Then the factory is very big, you know. Завод огромный. And the factory manager was a very funny guy. А менеджер этого завода был забавный. His name's Kenny Loutman. He's from New York. He taught from New York. Он из Нью-Йорка. Его зовут Кенни?
Lautman, but maybe I'll get in trouble. Ладно, не будем произносить его имя. So New York people, they talk like that. Вот эти люди в Нью-Йорке, они вот так разговаривают. Maybe you know someone who talks like that. Может быть, вы кого-то здесь знаете, кто так же разговаривает? They don't say coffee, they say coffee. You want some coffee? Они не говорят кофе, они говорят, ты хочешь кофе? Why am I talking about that? Почему я про них говорю? The factory manager. What? The factory manager. Завод, начальник завода. Начальник завода. He always say, listen, Geshe Michael. Он всегда говорит, послушай, Geshe Michael. If it ain't broken, don't fix it. Если не поломано, ничего не исправляй. Okay, very famous factory manager statement. Очень известное утверждение начальника завода. It looks like that machine's making noise, you know. Boop, boop, you know. Как будто бы звук какой-то делает эта машина. If it ain't broken, don't fix it. Он говорит, если не сломано, не исправляйте. In English we say, don't mess with it. На английском мы говорим, или на русском, ну, не ломай. Don't try to fix it. Не пытайся исправить. Okay, leave it. If it breaks, fix it. Если сломалось, исправляй. But if it's still working, just leave Если it все еще alone. работает, оставь, как есть. What's problem number 5? Какая проблема номер 5? You try to interfere with the meditation when it's already going well. Вы пытаетесь исправлять медитацию, которая и так уже хорошо идет. Now, you guys are not going to have this problem. Ребята, у вас такой проблемы не будет. But just in case in the future. Но на всякий случай на будущее. Okay. The meditation is going very smooth. Медитация идет очень хорошо. Tell the smoke alarm. Скажите детектору дыма. Take the battery out of the smoke alarm. Выньте батарейку из этого детектора Okay? дыма. Do not check the meditation. Не проверяй медитацию больше. When the meditation is flowing, let the Когда meditation flow. медитация протекает хорошо, позвольте ей течь. So what's solution number 5? Какое решение 5? Say it with a New York accent. Скажи с нью-йоркским акцентом. If it ain't broken, don't fix it. Если не поломано, не исправляй. Got it? Понимаете? Okay, so that concludes our special Gold Club meditation teaching. Это завершает наше особое занятие по медитации для Голд-клуба. There's lots more you can learn. Есть много больше всего, что можно You изучить. can learn to be a meditation teacher. Можно научиться быть учителем медитации. Tim and the other Jigme, other ACI staff, Тим и другие сотрудники ACI with the help of Peter and Maria, с помощью Питера и Марии, they will bring teacher training to Europe. они привезут тренинг учителей в Украину. And we look forward to you. В Европу. In Europe? Европа. В Европу. Не только Украина и не только Россия, Не только в Украину, Казахстан. в Россию, не только в Казахстан. Okay, везде, дела везде. Во все страны. Okay, so, all right. In the meantime, А пока you cannot teach meditation unless you are meditating. вы не сможете обучать медитации, если вы сами не медитируете. Don't try to fake it. Не пытайтесь притвориться. The student can smell. Студенты смогут понюхать. You teach the 5 почувствовать. problems very Вы nice. будете так хорошо обучать 5 проблемам, You teach the 8 solution very 5 nice. решениям, But you're a nervous, unpleasant person. но вы нервничаете, вы неприятный человек. Then the student is like Dharmakirti. They have logic. То студенты, они как Дharmakirti, у них есть логика. Oh, they are teaching meditation. They are nervous and they get upset easily. О, они обучают медитации, они нервничают, они легко расстраиваются, Therefore, they are not meditating. поэтому они сами не медитируют. So, you can start your meditation teacher training today Поэтому можете начать свой тренинг учителей медитации уже сегодня and do your meditation. и медитируйте. Okay, thank you for listening. Спасибо большое. Наймите одного из того парня, который бы подталкивал бы вас во время медитации. Мы как бы пропустил, чтобы у русскоговорящей санги, у испаноговорящей группы была возможность провести эфиры.
И я теперь хотел бы вернуться к домашним домам и продолжить там, где мы остановились. И сейчас я нахожусь на домашнем задании номер 5. И есть вопрос один, который мы не делали. Селча, Нелча, Ngача. Это 3 вида фиксации на объекте. Ваш ум приклеивается к объекту, но на 3 разных уровнях. Когда мы говорили о поцелуй во время фильма. Теперь мы пойдем немножко глубже вот в том моменте, когда происходит поцелуй в фильме. Nature значит сохранять внимание на объекте. Если хотите использовать такое классное слово, можете использовать слово фиксация. Вы фиксируетесь на объект. Вы кушаете попкорн? Да. В какой момент? В какой момент вы едите попкорн? Вы в фильме. Вы смотрите фильм. Вы смотрите очень внимательно. Нет, не до того момента, когда происходит сцена с поцелуем. И nature значит, вы как бы смотрите фильм. Да, вы смотрите фильм. Потом селча значит фиксация с четкостью, такая четкая фиксация. Пример, который они приводят в писаниях, это вы как бы держите объект, но не серьезно так. И селча значит вы сильнее уже держите объект, но не сильно. Давайте скажем ngача. Ngача это вот это nature. Вот это селча сильнее. И очень крепко это ngача. Это когда вы сцена поцелуем. Это вы готовы поцеловаться. Это вот весь фильм. Вы в фильме, да. Называется nature. Я вот смотрю фильм. Потом селча. Они приближаются, чтобы поцеловаться, и попкорн замедляется. И ngача. И вот сцена поцелуй, и все перестают есть попкорн. 3 уровня фиксации. Очень интересное слово на тибетском. Доктор, вы хотите объяснить? Вы помните? Да, это плохо. Это значит какая-то... Не слышно. Это классное слово. Оно значит определенная сталь, она будет сохранять свою остроту. Дамасская сталь. Вы пользуетесь, и он все равно остается острым. Это значит nga. Мы говорим, вот это, у этого ножа есть nga. И если ваша медитация всегда остается такой острой и разрезает легко, это какой момент в фильме? Вот во время сцены с поцелуем. Вот это называется nga. Я не знаю почему, но они никогда не задерживаются долго на этой части. Они никогда не показывают весь поцелуй. Я не знаю почему. Мы закончили домашнее задание номер 5. Есть хороший вопрос в домашнем задании 6, который я вам еще не дала. Когда у вас сонливость, мы об этом поговорили слегка. Скажите centerpiece. Как улучшить свое настроение? У вас такое плохое настроение, вы немножко усталы, как сегодня после обеда. И у вас такое настроение, вы немножко устали, вы здесь были целую неделю. Это у вас настроение такое, как будто вы только что выпили Кока-Колу. Есть 3 метода, чтобы вернуть возбуждение, радость в ваш ум. В древних книгах
Есть определенный порядок. Что это значит? Я раньше не предложил много. Попробуйте первый, если не сработает, перейдите на второй. Если второй не сработает, переходите на третий. Если не сработает, то как бы бросьте это дело и съешьте большой десерт. Номер 1. Они говорят, это значит немножко отпустите фокус, это значит немножко подняться в небо, а не идти вот в кристалл, сахарный кристаллик. И причина, почему мы прыгаем на разных уровнях, тогда у вас будет разное мнение медитации. И тогда вы поймете, что это не поток. И это вы поймете, что это просто упражнение. Вы сначала делаете растяжку, потом качаете там пресс и так далее. Если вы будете перепрыгивать, тогда вы поймете, что это не поток и что это не есть медитация. Когда у вас станет хорошая медитация, и когда вы хотите разогреться, вы делаете сангджанг, собираете хорошую карму, признаетесь в плохой карме, очищаете от плохой кармы, тогда сразу делаете, например, кристаллик сахара. Я должен это сделать. Это просто я, извините. JB это понравится. Давайте попробуем другое. Я стою на вершине горы, и я рукой срезаю вершину. Это значит, я маленький кристаллик сахара, а теперь я целое небо. Я стою напротив горы Эверест, и я ее переворачиваю. Что у вас еще есть? Марс? Вот вам. Марса больше нету. Вы хотите, чтобы я позаботился о Юпитере? Это значит... Очень интересно, он не медитировал, а может быть медитировал, я не знаю. Это значит, что вдруг ваш ум большой, как весь мир, и вы начинаете сбивать там горы и другие вещи. Иногда вы маленький кристаллик сахара, и вы они потеряли вас в Diamond Mountain. Где Geshe Michael? Я не знаю, он в одном из этих кусочков, который... Я не знаю, мы потеряли его. У вас бывает такое ощущение, когда вы... Бывает такое ощущение, когда вы попадаете в этот кристаллик сахара? У меня такое ощущение, что кто-то положил меня к себе в чай, и я такой, я здесь, я здесь.
Если у вас сонливость, первый метод — это расшириться. Идите в океан, идите в небо. 5 и 6. Номер 5 и 6. Если у вас сонливость, это первый способ попробовать. Я такой же большой, как гор. Я могу срезать макушку с края моей руки. Это мне напоминает бесформенные сферы. И если это не сработает, подумайте о чем-то, что вас вдохновляет вас. Мы говорим о ком-то, кого вы любите. Но классический пример из Писаний — это подумать. В США в настоящее время где-то 350 миллионов человек. Здесь вот 100 в этой комнате. Вы один из скольки? Вы один из 3 миллионов. Из 3 миллионов людей вы один, у кого есть карма быть здесь. Если вы себя чувствуете таким, вы таким маленьким, и вы пытаетесь стать небом или океаном, но вы... Я не говорю о сонливости. Если вы чувствуете себя плохо, так заниженным, если вы немножко не вдохновленный, если у вас есть мысль, я трачу время в этой пустыне, зачем я сюда приехал, если у вас такое вот плохое настроение, и вы чувствуете немножко грустным себя, не в депрессии, но вот то, что перед депрессией, у вас просто плохое настроение, вы не чувствуете себя особенным, вы не думаете, что Diamond Mountain особенное место, и вы думаете, зачем я потратил столько денег, чтобы сюда приехать, и они еще больше денег хотят, они все... Это не сбор средств, это сбор удовольствия, фан. И они говорят, подумайте о препятствиях. Каковы шансы, что вы здесь оказались? А вы самый особенный человек из 3 миллионов людей. И ваше тело, внутри вашего тела, здесь 50 тысяч частей в вашем теле. 50 тысяч частей. И они все у вас есть, и они все работают, но они не будут продолжаться вечно. Один из этих 50 тысяч частей сломается, и вы медленно у вас развится рак. И это возможно, что человеческое тело. Это невозможно, что человеческое тело не сломается. Мы делаем украшения в наших фабриках. У них есть 2 части. Это бриллиант и кольцо. Это не Toyota или компьютер. Вам нужно просто соединить кольцо с бриллиантом. Все. И какое-нибудь кольцо сломается. Всего лишь 2 части, они все равно ломаются, а у вас 50 тысяч частей. И то, что вы сейчас живы, это нереально, это чудо. Но это долго не продолжается. Это очень необычно быть здоровым и приехать сюда, Diamond Mountain. И вы один из этих 3 миллионов. Наверное, еще есть несколько сотен людей, которые хотят быть здесь, но они физически не могут здесь находиться. Поэтому вы такой особенный. Поэтому утром мы провели учение о том, что я буду нереально счастлив, если я смогу заботиться о других людях. Тогда вы, если вы так думаете, тогда вы один из 10 миллионов, который услышал правду. Вы хотите быть счастливым? Вы хотите получить то, что вы хотите, вы хотите заботиться о других? И чтобы услышать
И чтобы услышать это намного реже такое происходит, чем то, когда у вас все эти 50 тысяч частей работают. Поэтому сейчас вы должны чувствовать себя очень вдохновлены. Вы не думаете, что вы особенный, но вы особенный. Я это вижу. Когда я вижу каждого вас, я знаю, вы особенный. Вы один из сотни миллионов в мире. Во всем мире вы один из 100 миллионов. Каждый человек здесь, вы думаете, вы обычные люди, но вы не правы. Я вижу кое-что о вас, то, что вы не видите о себе. Каждый человек здесь. Вы один из 100 миллионов. Подумайте об этом как-нибудь. Подумайте. Вы настолько особенны. Вы практиковали миллионы лет, чтобы сюда попасть. И когда вы думаете, о, я сегодня устал. Зачем я приехал вообще? У них нету нормального душа. Подумайте, не жалуйтесь о душе, а то начнут о вас просить деньги. Знаете, мы хотели построить новые души. Нам нужно 100 миллионов, а нам нужно 100 тысяч долларов. Поэтому помалкивайте насчет души. Если вас спрашивают, все нормально с душем? Да-да-да, у меня нет проблем. Во время медитации думайте, я особенный. Это все, вы особенный. Просто думайте, вот отсюда я вижу ваши лица, я вижу вас, вашу персональность, персону. И если это не сработает, есть скорая помощь, метод скорой помощи. Они говорят, идите пройдитесь, и это называется метод скорой помощи. Вам разрешается прервать вашу медитацию, если вам надо. Вам разрешается. Хороший медитатор будет иногда прогуливаться, чтобы улучшить свою медитацию. И это метод. Это доказанная сутра Джин. Если у вас совсем был плохой день, ради Бога, встаньте и пройдитесь, идите на прогулку. Не сидите и не переживайте плохой день. Прервите медитацию, идите прогуляйтесь, потому что это самое лучшее, что вы сможете сделать. Это скорая помощь, метод. И у вас есть несколько вариантов. Прогуляйтесь, 2. Пойдите, сядьте под деревом, где прохладнее, чем у вас комната. И номер 3. Поднимитесь, прогуляйтесь на более высокое место. Куда бы вы ни шли, идите наверх. Поднимитесь на вершину гор и посмотрите вокруг. Посмотрите на это прекрасное место. Поэтому вы счастливчики, что вы здесь находитесь, в этом месте. Это самое знаменитое решение проблемы во время медитации. Подняться на вершину, но не очень далеко. Поднимитесь на высоту одного из этих холмов и посмотрите вокруг. И это улучшит вашу медитацию. И последнее. Я говорила о том, чтобы вот брызнуть воды себе на лицо. В моем домике горячая вода не идет. И каждый, когда я принимаю душ, мой ум сразу очищается. Он проясняется. Я не знаю. Я не знаю, почему плохие слова начинают произноситься, когда ты в холодный душ принимаешь. Я не знаю, почему. В пустыне вода такая холодная. Не могу это понять. Следующий вопрос. Там тоже есть 3 метода. Есть 3 метода успокоить свой ум. И обычно кто-то вам что сказал. Он сказал, вы глупый, у вас какие-то проблемы. Обычно проблемы с другими медитаторами.
знаменитый, самый знаменитый, тот, кто вот расстраивает вас с медитацией, это другие медитаторы. Кто-нибудь обязательно расстроит вас, и ваш ум начнет трястись, и вы не сможете перестать думать об этом. Как успокоить тогда свой ум? Есть 3 традиционных метода. 1. Снова расширьте медитацию, используйте небо, океан, переведите фокус от очень точной такой натянутой медитации, точечной. Расширьте свой ум. Если ваш все еще слишком занято, там шум идет, бла-бла-бла-бла-бла. Есть очень знаменитое решение. Начните перечислять список людей, которые умерли, о которых вы знаете, кто умер. Когда вы моложе, это будет короткий список, а когда вы достигнете моего возраста, это будет длинный список. Я использовал это во время своего 3-летнего ретрита. У меня был целый даже список людей, которые уже ушли из этой жизни. Я начал с тех, кто вот с колледжа, и начал перечислять, и вдруг в моем списке стало 100 человек. Я подумал, боже мой, это очень много. Когда я говорю со своей старой леди, она говорит, все мои знакомые, я последняя, все ушли из этой жизни. Да, другой медитатор посмотрел на вас. Когда вы находитесь в глубокой медитации с сотнями, 50 другими людьми, вы знаете, да, Жиби? Вы знаете, как другого обидеть, вот так. И в течение 2 дней вы не можете забыть. Он мне сделал вот так, и я так сделал, и она тоже мне так сделала. Начните думать о смерти, и тогда другие вещи покажутся маленькие, другие проблемы покажутся маленькие. В моей душе холодная вода, но да, у тебя мама ушла из жизни. Ну хорошо, я понял. Поняли, да? Этот метод успокаивает ваш ум. Если это вам не помогает, традиционно начинайте считать свое дыхание. Следующий метод. 1, 2, 3. Вы можете переключиться в школу Абидарма. 4. Просто считайте свое дыхание. Мы закончили это. Это завершает